Фамилию обязательно. Ну, как зовут вас полностью, представьтесь. Любі друзі, вітаємо вас. Володимир Золкін повернувся. Это Аплодисменти. не обязательно было говорить. Нет, этот момент я репетировал. Меня зовут Владимир, это мое удостоверение, я журналист. Это Дмитрий, он будет нам сегодня ассистировать. И мешать. Главная его задача – это мешать нашей беседе и перебивать меня во время интервью. Как вас зовут, представьте? Мазурин Виталий Владимирович. Вы понимаете, что это у нас интервью под записи для публикации? Да, я даю добро. Даете добро? Понятно. Вы уже что-то слышали о наших интервью, о наших разговорах? Нет, к сожалению, я сейчас вот только встретился вот с этим. Угу. Просто после того количества интервью, которое я раздал, я должен еще раз повторить то, что происходит обычно. Сейчас 5 минут до этого интервью. Что происходило? За 5 вот, минут да, до интервью, вот вас сюда привели. Да. И что происходило? Мы сейчас пытались просто найти контакт моих родственников, чтобы позвонить в дальнейшем. Ну, верно. Дмитрий записал ваши данные, ваши телефоны и пытается вот сейчас связаться. Вы отправили голосовое сообщение, я видел. Кому вы отправили? Своему другу семьи. Ваш друг ответил сейчас. То есть он, видимо, пойдет сейчас. Ваш друг семьи должен найти маму вашу. Да. Номер телефона, который вы не помните. Да. А же вы так не подготовились к... Ну, мама, она всегда записанная же. Понятно, но обычно вот кто у нас попадает в плен, у них всегда записан номер телефона мамы или там ближайшего родственника. Ну, записан в телефоне. Я понял, а у всех записано обычно на бумажке или где-то нет? Или запоминают? К сожалению. Ну, вот Понятно. Цифры, что А какая у вас дата рождения? 1990. 02-01. 90-й год? Да. Угу. То есть 32 года. Полных 32 года. Да. А откуда вы? Город Москва. Из самой Москвы? Да, из самой Москвы. Угу. И какое у вас подразделение, часть, должность? Это нахрапом было. Это получается 1-я танковая, 4-й полк, 4-я дивизия, 423-й полк. Угу. Что вы имеете в виду по поводу нахрапом? Ну, это же происходит не так, что долго. То есть информацию ты не успеваешь воспринимать. То есть, грубо говоря, у тебя военком, после чего ты отправляешься сюда, у тебя идет распределение буквально в А можно подробнее? Вам пришла повестка какая-то? Да. Так. Ну, участковый пришел, выдал повестку. Так. С этой повесткой, получается, 25-го выдали, 26-го я пришел на военкомат, 27-го меня уже увезли из Москвы. Ну, после чего, получается, 2 дня происходило как раз-таки, ну и то неполных 2 дня решение, где ты будешь, потом 2 дня обучения, которое состоит только из того, что тебе дали пристрелять автомат. То есть обучение как что-то такое тактического не было никакого. То есть даже стрелять из автомата большинство там и не стреляло. А вы раньше служили? Раньше служил в 2010 году пожарным. Пожарным? Да, тогда еще Москва горела. Но вы владели же оружием? Оружием владел, да, потому что я в 2 частях служил. Раньше с Калашникова стреляли? Да, на стрельбище был. Ну, вы уже супер подготовленный для знающий, мобилизованного. скажем так, Вы мобилизованный, правильно я все да. понимаю? Меня больше всего интересует момент, когда вы поняли, что вы поедете в Украину. Вы это сразу поняли? То, что поеду в Украину, Да. Получается, в Украину, которая после мобилизации и нашего приезда, она стала Россией. То есть нам говорили как ДНР, ЛНР. Украина не стала Россией. Это, это, хотя да, вы можете так говорят считать, конечно, да. Когда вы поняли, что вы едете вообще на войну? Спрошу так. 10-го. 10-го, нет, не 10-го. Получается, 3-го нам сказали, что мы уже не на поддержание порядка,
нам сказали, что мы идем за нулевой рубеж, именно на передок. То есть в момент вашей мобилизации, когда вам приходила повестка, Да. когда вы поехали в военкомат и Да. все то, что вы рассказали, вы еще не понимали, что вы едете на войну? Да. То есть нам говорили, что мы будем поддерживающий порядок, вот чтобы не было, грубо говоря, как-то мародерничества, чтобы не было никакого насилия над населением. То есть мы будем как бы каким-то пятым, шестым фронтом просто среди населения смотреть порядок. А за кем вы должны были присматривать? За, получается, мирным населением, чтобы не случалось никаких казусов со стороны, ну, нам, как говорили, со стороны таких же, как мы, и вот это вот всего. Со стороны российских Да, военных? чтобы не было мародеров и тому подобное. В итоге, получается, оказались в плену. Вот у меня тоже есть история именно там, где я увидел среди наших именно, ну, то, что не все так хорошо, не всех набирают. То есть вы не совсем поддержали порядок? Были какие-то моменты? Да, да. Ну вот опять же, когда именно нас призывали, Да. там надо же проходить тест психологический. Так. И действительно, многие просто не проходили его. То есть там как, ты должен взять тест, пройти, там порядка около 700 вопросов. Многие начинали жаловаться, и некоторым прям давали, брошюрку, где уже написано, где ставить Какие галочки? крестики, да. Ага. То есть тест со шпаргалкой для теста. Да. А есть ли смысл в таком тесте вообще? Ну, я думаю, что нет, поэтому и случаются такие случаи, когда попадают в армию не совсем адекватные, которых как раз-таки я видел. Скажите, а какое у вас образование? Высшее. Высшее направление, специальность? Менеджмент. Менеджмент. Вот, а работали вы где? Работал я в гипермаркете «Магнит» директором. Директор гипермаркета «Магнит» в Москве. Да. Не гендиректор, а именно централизованно магазин. Батареи. Батареи запускаются. Это неплохая работа. Да. Это хорошая работа, которую тяжело получить, по сути. Как же вы получили ее? Как же вы получили? Как вы Долго дошли до я этого? вот как раз-таки после армии я занимался именно в ритейлах, работал с 2010 года и вот как бы постепенно. Постепенно шли по карьерной лестнице Да, и да, пришли да. к этому. Какая, если не секрет, зарплата? Будем говорить, там все зависит от проблемы и от SKU, который получается. Давайте подождем минуту. Подождали? Ну, я 10 секунд. Да. Проблемы SKU, то есть показатели могут быть разные в магазине. Бывает такое, что и в Новый год хорошо заработаешь, бывает, что и плохо. То есть там все по-разному. Скажем так, на семью... А ставки нет какой-то фиксированной? Ставка, к сожалению, очень маленькая. То есть фиксированная ставка-то она вообще всего лишь 4 тысячи где-то там было. Так такой минимальной зарплаты быть даже не может. Вот как-то вот так вот. Ладно, не будем лезть в вопросы вашей экономики. В общем, можно было... По московским стандартам ваша зарплата средняя, выше высокая, среднего. выше средней. Да. В среднем примерно в месяц, вот в среднем. Не скажем хороший, так, не от плохой. 70. От 70. Да, Это и считается там до 100. от 70 до 100. Это считается в Москве зарплата выше средней. Да. Это я для наших зрителей, которые почему-то думают, что в Москве гораздо выше уровень жизни. Потому что я из того, что лично я слышу, и где-то на периферии люди там могут зарабатывать 50-60. Может быть разное. То есть, грубо говоря, А водолаз у нас один недавно был, так он по вахтам ездил, там около 200, он говорит, это нормальная история. Но, наверное, это высокооплачиваемо. 70 тысяч это где-то $1100. Да. Это считается
зарплата выше среднего. Не, вахта просто там суть, в чем обман-то? В том, что ты идешь на вахту, у тебя там 200 тысяч, ну ты типа... Полгода работаешь, полгода не работаешь. Ну да, По да. сути, 100 тысяч. Да, по сути там делить надо на 3 как минимум. Ну ладно, это тоже не тема нашей сегодняшней беседы, по большому счету. Просто интересно было понять, и до сих пор мне интересно понять, вот вы человек с высшим образованием, с карьерным ростом, с неплохой должностью, с неплохой зарплатой. Все у вас хорошо, семья есть у вас, правильно? Так точно. Сколько детей? 1 ребенок, Один ребенок, сколько лет ему? 8 лет сейчас. Мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик, 8 лет. Работаете, живете, все у вас вроде бы неплохо складывается. И вот тут вот вам приходит повестка. По какой такой причине вы считаете, что вы обязаны поехать на войну? Ну, у нас государство, как бы, получается, есть же 2 строя. Есть именно обвинительный, а есть, есть обвинительный строй, а есть... Не суть очень как... понимаю. Я вообще не вижу, что такое строй. Да, развивайте. То есть, грубо говоря, есть страны, в которых в первую очередь ты не виновен. То есть, вот, например, невиновности? например, Америка. Там изначально ты не виновен, но тебя должны обвинить. И в суде тебя должны первым делом... Должны доказать. Есть страны, доказать, в которых что должны ты... доказать твою вину, Да. а есть страны, в которых ты по определению уже виноват. и Ты уже должен... виноват, и ты должен доказать, что ты не виновен. Но это не по закону у вас так. У вас по закону тоже работает презумпция невиновности, римское право, насколько я знаю. То есть они должны, по закону у вас, так же, как и в Америке, практика, по сути. Там не считая нюансов. Как идет практика, там именно вот ты изначально сначала виновен, и ты должен доказать свою невиновность. То есть Так, это уже... мы в какую-то юридическую территорию пошли. А при чем здесь это? Вас мобилизируют. Что вначале забрали, а ты докажи, что ты не... Ну вот, не и вольный. когда ты получаешь вместе на обратной стороне, у тебя бумажечка, там, где расписана у тебя статья, и что тебе, грубо говоря, грозит до 10 лет решения свободы за неявку, вот, грубо говоря, по месту убывания. Ну вот. И вы абсолютно точно поверили, что... Я понимаю то, что там, во-первых, времени нету на это все, чтобы подумать. Единственное, что я подумал, это там, грубо говоря, может быть так, может быть так. Меня снизили с А1 у меня было на А4 получилось. Что это? Это у нас получается по здоровью. Потому что не успеваешь собирать справки. Ну, у меня был всего 1 день, получается. На следующий день я уже начал убывать. Получается, справки не успеваешь собирать. Единственное, что мне вписали, это ухудшение зрения и, получается, и что-то еще. Ну вот. И все. И мне снизили с А1 на А4, и все, и ты уже никак не сможешь То есть изначально вы были негодны, я так понимаю, к прохождению службы? Нет. Или нет? Ну, как? Вы были годны, в любом случае. Так? Проверка, если бы была бы более масштабная, тщательная, да, которая, если бы я, грубо говоря, мог бы сходить на внекоммерческую какую-то медицинскую организацию, то я смог бы, да, может быть, именно доказать, что я не могу идти в армию, на войну сейчас, грубо говоря, потому что спартанские условия, которые там были, они действительно спартанские, там надо здоровье, ого-го. Ну, вот. А так как у меня не было на это время, просто-напросто ты приходишь, тебе говорят, какую букву видишь, и ты говоришь, ШБ вижу, все, больше ничего не вижу. Ну ладно, это еще пойдет, грубо говоря. Так. И вот, собственно говоря, вы, понимая все, что происходит в Украине, или же вы не понимали, что это важно? Все, что происходит в Украине? Да, то, что происходит, настоящая война идет. Как я уже и говорил, к сожалению, с моей стороны, вот с 24 февраля, я думаю, что была очень подходящее слово халатность к этому делу, потому что, пока оно тебя не касается, ты мало об этом думаешь. Ты думаешь о росте бензина, о том, что, грубо говоря, что тебя в Москве касается. А об этом
очень Вы не касательно. ориентируетесь на то, что вы там кому-то когда-то говорили. Тут важно, что вы говорите прямо сейчас, поэтому не забывайте никакие детали. Если хотите поделиться правдивой историей, поделитесь ей. То есть вам было плевать на то, что происходит. Так можно сказать? Или это будет неправильно? Плевать нет. Плевать нет, потому что иногда вот доходят какие-то ролики, Так. например, там с разрушенными зданиями, либо что-то еще. Конечно, очень жалко именно мирных жителей, потому что пытаешься себя поставить на этот путь. Так. Ну вот, но опять же по СМИ, как идет рассказ, что всех мирных жителей уводят, и все эти здания, они были разрушены уже без мирных жителей. Мгм. Как после плена, ну, опять же, поговорив как будет правильно сказать, с украинскими воинами, с боевиками. военными, Ну, Боевики это или в кино, или у вас ну, в частных военных компаниях. С украинскими Наемники. воинами, что действительно очень много именно прилетов по домам было тогда, когда еще мирные жители не были эвакуированы. И когда вот, ну, ты уже осознаешь эту информацию, то действительно понимаешь, насколько это сегодня. Хорошо, это я понял. А как же ракетные обстрелы в таком случае? Туда, куда летит ракета из России, там тоже уже всех успели эвакуировать? Или как это понимать? Еще раз. Ракетные обстрелы из России Да. по территории Украины продолжаются, начиная с 24 февраля и по сей день. Я, к сожалению, не То есть ракетчик. об этом... Я Не-не-не, ну при чем могу. здесь ракетчик? Просто Ракетчик. мое мнение. Да. Ну, мое мнение, что это неправильно. Нет, Там я понял. То, что вы на данный момент, обстреливать. то, что вы на данный момент можете даже это и осудить, я это прекрасно понимаю. Меня интересует, что было тогда. Вы не знали, что идут ракетные удары по всей Нет. территории Украины? Нет. К сожалению, мы от новостей оторваны. Ну это если было до этого, до нашего мобилизации. До мобилизации, до. Я все интересуюсь, Ну, тогда все мы это крутимся вокруг одного вопроса. получается. Понять россиян, которые сюда идут. И вроде бы с неплохим образованием и с неплохим положением в обществе. Ну, получается, это халатность к теме просто-напросто. То есть, как тема, она не развивалась в нас. То есть, как телевидение я не смотрю, например. Ну вот, я в основном работаю, после работы пришел, но опять же, как у каждого в Москве, есть очень много каких-то дополнительных занятий, где хочешь либо подзаработать, либо что-то еще, и нужно постоянно учиться. То есть вот тот же самый я на Мавиках иногда подрабатывал, также видео создавал. Опять же, я понимаю. Когда ты действительно всем чем-то занимаешься, у тебя идет, время полностью, оно забивается, и у тебя остается какое-то, может быть, время, и попадается, вот хорошо, что есть какие-то видео, ваши, честно говоря, я не видел в России, вполне возможно, что их просто блокируют. В Ютубе можно все найти. Некоторые видео, они попадаются, и из них вот начинаешь складывать какую-то ситуацию, 1, 2, 3. Опять же, задаешься, скажем, видео, очень главное, вот как это, в голове сейчас в наше время надо задаваться вопросами, антивирус какой должен быть. Например, встретил видео, где друг Зеленского по карьере комика лысый, Так? мужчина. Так. Кошевой. Кошевой, да. Например, он говорит: я не знаю, кто его поставил на эту службу, кто его поставил президентом, да я бы еще никогда его не поставил и тому подобное. Это нарезка, грубо говоря, минутной его речи, где он говорит, что этот человек очень плохой. А там действительно прям написано, как он говорит о своем сотоварище как президенте. Все комментарии тоже, там все верят в это видео. Задаюсь, а я понимаю, что Кошевой, он с ним сколько передач вел, не может он так говорить, чисто логически. Так. Забиваю уже по-другому и вижу полное видео. И он там говорит, например, о Владимире Владимировиче Путине. Точно так же. То есть, грубо говоря, в интернете фейков настолько много, что ты сначала берешь одну линию, а потом вторую линию. В конечном итоге ты от этих линий так сильно устаешь, потому что не можешь найти. Ведь когда создают ложь, она очень правдива, по идее. Главное прицепиться к одному. Вот, например,
О чем я говорю? Вот то же самое, что среди наших, я не спорю, есть очень много отморозков. Вот я это увидел именно. Ну вот. Среди Украины, я уверен, что тоже будет 1-2. Вы знаете, что я вам Создастся хочу сказать? прецедент. Мы будем сравнивать вас и нас, да? Давайте тогда, когда я к вам в Москву приду, Ну, я не убивать ваших людей, да? Я не спорю. Вот Я грубо сейчас очень беру, да, чтобы вы поняли ситуацию. Вы пришли в Украину, Да. на те территории, которые вы уже считаете Россией, очевидно, да, и пытаетесь сравнивать, что там есть хорошие, там есть хорошие, там есть плохие, там есть плохие. Я правильно понимаю? То, что я видел, Да. если я сейчас, дадите мне чуть-чуть времени. Ну хорошо, я- давайте послушаем. Ну вот, вы у себя дома. Ну да. И то есть адекватных людей у вас больше, потому что все встали. Ну да. Адекватных солдат. Вот, я о чем говорю? О том, что, ну, может быть, найдется один тот, из-за которого сделают какой-то вот этот фейк. Фейк можно Из, сделать из чего угодно. Теперь, вот у нас Россия большая страна. Да. Да? И отсюда мы именно можем выдернуть самых нехороших людей, скажем так, ненужных обществу. Так. Получается, на фронте их будет больше. И вполне возможно, что из-за этого создаются вот эти все претенденты с, скажем так, бесчеловечными действиями. Нет. Прецеденты Со стороны, создают- Нет. ну, России. Давайте причину и следствие, уже в конце концов, да. Все то, о чем вы говорите, это следствие. Причина. Почему это все происходит? Причину... Давайте я проще говорят, спрошу. Причина конфликта. причины конфликта, как это говорится в моей стране, Как вы об этом думаете? Лично вы. Вы же имеете право иметь мнение? Мое мнение Да. построено из информации, которую я получаю. Хорошо. Ну вот. Это получается, Украина хочет вступить в НАТО. Так. НАТО. Давайте останавливаться, да, и разбирать каждый из этих вот Да. эпизодов с вами как с человеком, который это все слышал и сейчас вот пересказывает. Украина хочет вступить в НАТО. Дальше в чем проблема? Базы НАТО будут на территории Украины, а территория Украины, она очень близка к, скажем так, главным городам Москвы, то есть это Москва и ближайшие... Финляндия очень близко к Питеру. Вступает в НАТО. Почему вас это не беспокоит? Вот как объясняют то, что Москва и Питер географически разные положения имеют. Давайте с вами посмотрим Питер выше. расстояние от Финляндии до Москвы. Да? Да? Финляндия. Дим, можешь посмотреть или ты занят? Нет, не занят, я слушаю. Чисто вот, Я поломался. да, чисто вот просто сейчас вот возьмем расстояние, а мы пока поговорим. Мне интересно, от Финляндии до Москвы, от границы условно. Я начал задавать новые вопросы. А что вы знаете про Украину? Можете рассказать? Не, это я понял. Давай сейчас Просто пройдем. тут с географией, походу. Да, по этой линии сейчас пройдем сначала. Вы проверяли расстояние это реально? Потому что я его не знаю. Но я где-то уверен, что... Питер, он севернее же, Да. а Москва, она получается более Да, южная. я понимаю. Ну, Финляндия вас не интересует просто потому, что до Москвы расстояние дальше, чем от Украины. Смотрите, сколько километров от Финляндии до Санкт-Петербурга? Вот Финляндия, Санкт-Петербург. Это Сколько? граница. 127 километров. 127 километров. Так, а теперь я просто, как человек, который представляет себе немножко карту, как это выглядит, мне почему-то кажется, что от Финляндии до Москвы, Ну, получается 170. если и дальше, 500 километров от Финляндии до Москвы. покажи на карте. Вот, смотрите. Финляндия, Москва. 500 километров. Теперь от Украины. Сколько до Москвы? — 450. От крайней точки типа, ну визуально плюс-минус. Визуально. 405. В общем, мы понимаем, что это одинаковое расстояние. В частности, Абсолютно. если брать полет ракет, дальность, то никакой разницы нет.
Вы до этого думали, что она есть? Действительно? Вы так До считаете? этого я думал, что она есть. Не буду спорить. Еще раз. Вы москвич с зарплатой Да. выше среднего, с должностью выше среднего, с высшим образованием. Вы загибаете палец и говорите про НАТО, про базы НАТО. Смотрите, в Украине нет никаких баз НАТО и никогда не было. Вы это знаете? я уже знаю. Нет, то, что баз не было, я и до этого знал. То, что чтобы базы НАТО вошли, это сначала Украина должна Вступить в НАТО. Это да. длительный процесс. Да. Так. Финляндия вступает в НАТО. Расстояние одинаковое. Финляндия никого не беспокоит. Украину вы здесь приводите как аргумент, который может теоретически в него вступить. Вот интересно. Вы человек грамотный. Вот объясните мне, как это все уживается в одной голове? Почему не происходит какого-то диссонанса при этом, при всем? Почему в России люди не задумываются над такими простыми элементарными вещами? Я не спорю. Ну почему? Вы можете это объяснить? Давайте еще раз. Парадокс. Да, я полностью понял то, что вы подытожили. Я вот хочу ответить, почему. Давайте попробуем. Почему? Опять же, это халатность. То есть я лично говорю за себя. Что такое, приходит проблема, ты ее начинаешь решать. Когда эта проблема тебя начинает касаться. Да я понял. Хорошо. Вот. Здесь я могу только так. Давайте, со своей вы стороны. пальцы загибаете, и я буду пальцы загибать. Но то, что происходит в Украине, вам было безразлично, потому что это халатность. Это уже, как я понимаю, да, это не истина в последней инстанции. На первый загнутый палец про аргумент про НАТО вам тоже было, по сути, безразлично, потому что это халатность. Потому что никакой информации вы не решили проверить. Загибайте дальше. Ну, я же вам задал вопрос, вы помните, да? Да. Мы идем. Вот. Что следующее после НАТО? После НАТО это биологическая, получается, лаборатория, то, что была Великолепно. найдена. Где? Я уже, честно говоря, не помню, чтобы сказать точно, но была найдена. Давайте представим гипотетически. Была найдена биологическая лаборатория. Я даже готов с вами согласиться. Была найдена биологическая лаборатория. Неизвестно где, но она была найдена. Дальше что? И как говорилось, то, что получается, мы славяне, Так. и у нас один геном с Украиной. И Чудесно. в связи с этим были там испытания. Ну, это глупо все звучит с моих... Нет, так я просто вас спросил ваше мнение. А вы говорите, мое мнение основывается на том, что рассказывали по телевизору. Следовательно, вы это каким-то образом разделяете, то, что было сказано. А сейчас вы мне говорите, что это смешно звучит. Так это смешно или вы это разделяете? Это ваше мнение, которое основывается на том, что говорили, или вы с этим не согласны? Я хочу понять. Я с этим не согласен, но не согласен именно тогда, когда я начал эту тему изучать, когда я начал в нее углубляться. А когда вы начали ее изучать? Начал буквально за, наверное, дня 3 перед отъездом. Так, и что вы узнали про биолаборатории? Ну, И про геномы? Они спонсировались именно просто Соединенными Штатами, и там вроде как, ну там было именно, я через Телеграм смотрел. С какого года они спонсировались Соединенными Штатами, если вы уже эту тему изучали? Ну, хоть примерно. Примерно там был чуть ли не 2002 год, по-моему. 95-й, по-моему. Ну, да. Я так точно тоже не помню, но очень давно. И если говорить правильно, то это было в сотрудничестве с Соединенными Штатами. И Украина это далеко не единственная страна, с которой сотрудничают Соединенные Штаты. И не только в этом отношении. Но почему-то 30 лет почти это вообще никого не беспокоило. И вот тут что произошло? Что напрягло в биологических лабораториях? Потому что сами по себе биологические лаборатории это как бы нормально. То есть нормально, когда они есть, и ненормально, когда их нет. Да.
А что сейчас случилось? Вот самое, я не знаю, глупое и плохое, что вот я действительно я не могу. Я этим вопросом, почему вы сюда пришли? С первого вот дня задается вот этот вопрос. Почему вы сюда пришли? И я на этот вопрос хотел ответить, но я не могу на это ответить. Почему точно так же и нету воинственности, грубо говоря, у многих Из на вас? фронте. Да. Потому что не за что. Я понял. Давайте, это отсутствие мотивации, мы об этом Да. знаем. Это 1000 раз подтверждено, понятно. Но отсутствие мотивации воевать есть, а вот отсутствие мотивации воровать, насиловать и издеваться над мирными, такая мотивация почему-то у российских солдат есть. Но мы до этого сейчас дойдем. Вы понимаете, сколько национальностей живет в России, если уже говорить про геном? Если я не ошибаюсь, последние там 192. Много. Ну, примерно пусть будет, примерно эта цифра. Вы знаете, что на заседании Ассамблеи ООН представитель России вполне серьезно утверждал, что мы разработали биологически зараженных комаров. То есть было раньше про гусей, про птиц, еще про что-то, теперь он сказал про комаров. О том, что мы должны были запустить этих комаров как раз вот в Россию. На что ему ответили там, что... и комары, и летучие мыши. На что ему ответили там, что опыты над летучими мышами, конечно же, проводятся в биологических лабораториях. Это ни для кого не секрет. Но только летучие мыши, как и Россия, они не признают территориальных границ. Соответственно, никто не знает, куда они полетят и зачем. То есть, представили, да? Выпустили мы мышей из... Вы что, GPS им должны какой-то вживить, чтобы они полетели конкретно в Россию? Или как вы это себе там представляете? Просто понимаете, в чем дело? У россиян есть удивительное свойство. Вы не задумываетесь над простейшими вещами, которые буквально вот так вот у вас перед лицом находятся, да? Но верите в абсолютнейшую чепуху про летучих мышей, комаров, гусей и всех прочих. Чего вы сами себе объяснить даже толком и не можете, и никто не может. Это странно, согласитесь. Ведь если у нас есть эти комары, летучие мыши и гуси, почему мы их до сих пор еще не запустили? Так долго и тщательно готовились, а ни один еще никуда не полетел. Про гусей, летучих мышей я здесь ничего не могу сказать. Но это же все к теме биологического оружия. Что такие какие-то темы, они были, да. Это я спорить не буду. Да, но только уже война чуть ли не год идет, понимаете? А никакого проявления этого оружия до сих пор нигде так и не появилось. Это очень странно. Странно пугать людей биолабораториями, которые являются по сути своей неотъемлемой частью цивилизованного мира. Ладно, дальше. Что еще? При этом, при всем, совершенно непонятно, кстати, как мы должны были уничтожить вот этих вот славян с этим геномом. Как эти летучие мыши или прочая живность должна была отличить славян от неславян. Или там смешанных славян, да? И почему они в конечном счете этим же самым вирусом не могли бы атаковать украинцев или поляков, которые тоже славяне. При том, что у нас на коэффициент населения славян значительно больше, чем в России, если вы зададитесь этим вопросом. То есть вот эти все вопросы без ответа. Дальше. НАТО, биолаборатории, что еще? Все. Все. Что я знаю, что все. Я же не был политичен. Я был на грани того, что я политику вообще не смотрел. Новости я не смотрел. Почему я говорю, что это халатность? Вот с моей стороны была полная халатность того, что я не смотрел, что происходит во внешней политике России. Давайте добьем тогда эту тему. Вот сейчас вы возвращаетесь в тот момент, когда вам приносят участковую повестку. Но уже все знаете наперед.
Со мной уже поговорили. Ваши действия. Скорее всего, я бы сел, то есть я бы сказал бы, судите меня. И уже когда был осужден за неявку, то уже нанял бы адвоката. Но это, как говорится, задним умом. Ну, сразу третий миф развенчаем. Что-то у вас никто никого не сажает, вы знаете? Не знаю. Не знаете. У нас И именно это говорят тоже то, знаю. что Но всех это сажают. опять халатность. Снова халатность. Потому что если бы вы просто загуглили или заяндексили, или что у вас там еще можно делать, я не знаю, то вы бы увидели, что одно уголовное дело открылось, и оно же закрылось по этому факту. То есть вас просто пугают, всех просто пугают. И вы все ведетесь на эти пугалки. Я понимаю, вы так привыкли. Вы с этого начали, у вас такая страна. Но мы как раз делаем эти интервью для того, чтобы, может быть, кто-то там услышал что-нибудь. Ну, в связи с тем, что я сталкивался с государственным обвинением, я в свое время ходил на митинги за Навального. Так. Ну вот, и в первый раз меня, да, записали, а второй раз записали, чуть-чуть объяснили, так сказать, силовыми методами, третий раз записали. Каким образом силовыми методами? И что вам объяснили? Ну, грубо говоря, там были какие-то... Чуть-чуть избили, скажем так. на Ну, где митинге. это было? В участке? Это было в Москве. Ну, в участке? В отделении полиции? Нет, еще до На улице? отделения, да, на улице. Просто на улице Да, взяли да, и да, побили? Да. Сказали, что? В связи с тем, что я угрожал сотрудникам милиции. Вы им угрожали? Я стоял. Мгм. То есть, если сотрудник милиции, вот опять же, вот законы они так построены, что их очень легко объяснить в любые стороны. И особенно если человек знает, как ими работать. Если ты стоишь ровно на месте и не отходишь, но сотрудник милиции будет идти на тебя, и ты преграждаешь ему дорогу, значит, он может сказать, что ты был, ну, как-то, препятствовал. Если ты был препятствовал, ты оказывал силовое давление. Если ты оказывал силовое давление, значит, тебя можно уже, грубо говоря, и положить вниз лицом и тому подобное. Из этого всего выходит простой выход. Когда россиянин видит сотрудников полиции, ему нужно быстренько бежать в стороночку куда-нибудь, Ну, чтобы не преградить им сторону. Если вдруг он побежит вправо, и они повернут вправо, ему нужно ускориться, чтобы еще дальше убежать. И если он увидит, что они идут за ним, то ему надо просто бежать оттуда, Звонить адвокату. сломя голову, для того, чтобы никак не попасть им, не перерезать им дорогу, потому что его могут просто взять и побить. Не, ну, какая-то должна быть все равно как-то причина и следствие, да, вот, которые обсуждали. То есть причина меня это было то, что я был на митинге за Навального. Навальный находится не в, как скажем, в режиме государства. Это то, как вам объясняют. Мне интересно, с Да. правовой позиции. С Вы правовой, считаете, это нормально? С правовой я считаю, что это ненормально. То Понял. есть митинги, которые запрещали, вообще, по идее, они во всем цивилизованном мире всегда происходили и будут происходить. И не тогда, где им разрешат. То есть суть в том, что еще есть такое, что вот, например, организация хочет создать митинг там, в центре Москвы, ну, грубо говоря, на Болотной. Так, Они должны подать заявку, это я вот знаю. как я знаю, да, и им могут сказать, вы можете провести митинг, Так. но можете провести митинг в деревне Лешакова, рядом с мусорной подстанцией, где этот митинг, он будет абсолютно незаметен. Тут другое, понимаете. То, что у вас с правами там плоховато, это я понимаю. Но вот вы выходили за митинги на Навального. К Навальному можно относиться по-разному. Но вы, вероятнее всего, смотрели блоги Навального, видео Навального, да, и его команды. Они неплохо там разбирают определенные эпизоды, они неплохо показывают преступность российского режима. То есть вы все-таки интересовались политикой, иначе вы бы на этих митингах не присутствовали. Да, ну, внутренней политикой.
Почему я сказал, что внешняя политика, потом халатность к внешней политике. Внутренняя политика — это вот мой дом. Это как раз-таки поэтому я вот этим интересовался. И вся суть в том, что сейчас надеюсь, что очень много мобилизированных, которые были призваны, они все это увидят. Если там есть люди, которые смогли это все осознать, вернуться домой, то я думаю, что этот вопрос будет решаться очень скоро. Как вы считаете, Крым — это Украина? Я думаю, люди Крыма должны решать это. Население Крыма. Угу. Как вы думаете, Новгород — это Россия? Новгород? Да. Новгород — это Россия. Россия. Почему при вопросе Новгород, Россия вы отвечаете однозначно Новгород — это Россия? При вопросе Крым, Украина вы говорите, там должны решать люди? Потому что там изначально уже была там спорная ситуация. И когда возникает спорная ситуация, она была Россией, была получается, страной Советского Союза. Угу. Потом Крым стал Украиной, потом он стал опять Россией, и я думаю, что поэтому здесь... Спорная ситуация из-за чего возникла? Спорная ситуация возникла, если я не ошибаюсь, по притеснениям русскоязычного народа на территории Крыма. Угу. То же самое, что я заметил сейчас. Вот говорят то, что в Украине нельзя говорить на русском. Угу. Сколько я нахожусь в плену, как со мной разговаривали, так же я и слышал где-нибудь за стенкой, либо тому подобное. Все люди говорят на русском. Это меня очень сильно удивило. То есть, проблемы языкового вопроса у нас действительно не существует, но я вас спрашиваю, из-за чего возникла спорная ситуация? Вы говорите, из-за притеснений. Так возникла она из-за притеснений или из-за того, что вам рассказали, что там были притеснения? Возникла из-за того, что нам рассказали. Из-за того, что рассказали. То есть вам рассказали, что там были притеснения. Под этим видом туда ввела Россия войска, захватила территорию. Угу. Так было? Так. И из-за этого Крым стал Россией? Получается. То есть вы сторонник права силы, я так понимаю, да? Право силы. У кого кто сильнее, затем и право. Правильно? Нет, я говорю, что я знаю. Что мне рассказали. Еще раз. Вам рассказали, что в Крыму притесняли русскоязычных. Так. Туда заходят российские войска, захватывают Крым. Про референдум можете не говорить, потому что референдумы под дулом автоматов не проводятся. То есть это не референдум. Это просто что-то, что в России называют референдумом. Но это не референдум. И вы считаете, что после этого Крым стал Россией. То есть не формально, как у вас там говорят, а я пытаюсь понять, как вы относитесь к этому с объективной точки зрения. С объективной точки зрения я не могу. То есть туда вошли войска. Вошли войска, это общеизвестный факт российский, конечно. Единственное, что вот в ваших словах, чего я не могу на самом деле, чего нет в моей голове. Угу. Вот ваша фраза, да, фразы, которые были, и чего нет в моей голове, это под дулом автомата. Когда заходят войска, это подразумевает под дулом автомата. Потому что если бы люди хотели бы вдруг самоопределиться, туда не надо было бы заводить никакие российские войска и никаких зеленых человечков. Если в такой формулировке, то да. А вы знаете, что российские войска и на Донбассе украинском были с 2014 года? Донбасс, да. Знаете? Да. Откуда вы это знаете? Это я еще когда только началось все это смотрел. Угу. Было очень много видео в ютубах и с ранеными российскими и тому подобное. Угу. Но так как, опять же, тема эта была очень долгая, то начинаешь к ней
больше оставать. Охлаждать, я Да. понял. И все же, вы, я так понимаю, из начала нашего разговора считаете, что и Донецк это тоже уже Россия. Последняя информация, это мы были на фронте, это то, что было признано Россией, Угу. Донецк, ну, Так. ДНР, ЛНР, Так. получается Крым и Запорожье, если я не ошибаюсь. Херсонская область, Запорожская область, Харьковская область была признана, но потом я так понял, что это отмотали. Несущественно. Меня интересует ваш взгляд с объективной точки зрения на происходящее. С объективной точки зрения на Если происходящее, Россия его признала, вот, давайте с позиции справедливости, Донецк стал российским или нет? я не могу. Вот вся суть в том, что я буду глупо выглядеть, если я скажу, что признала. И Не, она я признала. буду говорить, в том, что жители хотят. Суть в этом. Понимаете, в что чем? Россия Я понял. признала, Я хочу остановить этот понятийный процесс всего этого разговора. Я хочу подрезюмировать вам на будущее, чтобы вы просто об этом подумали, потому что мы уже очень долго об этом говорим. Да? Вопроса в Новгороде у вас не стоит, потому что вы знаете, что это Россия. Но вопрос в Донецке, Луганске, Крыму у вас стоит, потому что вы считаете, что если туда зашли российские войска, то вы уже можете думать о том, что там думают или не думают люди. Причина и следствие. Если бы российские войска туда не зашли, то мы бы и не говорили бы об этом. Если бы российские войска туда не зашли, мы бы не говорили с вами. Если бы российские войска не зашли в Украину, российские войска не гибли бы. И украинцы, кстати говоря, тоже. Понимаете? Вот что я могу сказать? Но Что это я так могу или нет? сказать, то что вот я находился в Украине в плену, и могу сказать то, что никто, вот с кем я сталкивался, никто не хочет быть в России. Вот это я могу сказать точно. Это Я та вам информация, даже которой я больше обладаю. скажу. Я думаю, что если жителей части России, которая ближе к Штатам, например, находится, спросить, хотят ли они быть в России, то они тоже могут вполне ответить, что в Америке им было бы лучше. Если бы спросить ту часть России, которая находится ближе к Японии, то вполне возможно, что жители этих регионов хотели бы жить в Японии. И те, которые в Китае, по факту они уже там живут, и так в Китае, Дальний Восток, вы это знаете, они тоже могли бы сказать, что нет, давайте уже тогда полностью в Китае уже узаконим тогда этот вопрос, понимаете? То есть, что говорят люди тех или иных регионов, объективно понять можно только, если их объективно об этом опросить, каждого. Но после того, как чужие войска заходят на чужую территорию, об этом уже говорить бессмысленно и бесполезно, потому что они уже туда вошли, вторглись, как в Крым, так и в Донецк. Россияне этого понять не могут. Вы уже в плену находитесь, вы до сих пор этого понять не можете. В этом я согласен. К большому сожалению. Что в чужую страну ходить нельзя с танками и с автоматами. Это не ваше. Туда не надо. Вы просто в этом и есть причина конфликта, причина войны, причина смертей, причина гибелей. Того, что вы не понимаете. Вы уже даже находясь в плену, до сих пор этого не понимаете. Ну да ладно, расскажите историю тогда вашу. Как попали вообще? Вот вас мобилизировали. Куда вы дальше поехали? После чего мы прошли обучение 2 дня, и нас кинули на самый перед фронта. Куда это? Село Мясожаровка. Мясожаровка? Мясожаровка. У нас Там, есть такое село, правда? Да. получается, как я понимаю, Мясожаровка село? Да, сейчас скажу, какая область. если я не ошибаюсь, Луганской. Ну Луганская нормально. Жарили мясо там, все в порядке. Ну да, вот. дальше. После чего... Мясожаровка. Село относится к Сватовскому району Луганской области. Ага. Население по переписи составляло 37 человек. 37 человек, огромное село. так. 2001 года. А вы когда туда приехали, сколько там было мест? Было, получается, 2 дома было заселено. Ну вот, по этому случаю тоже есть рассказ.
к которому, я думаю, что мы Да рассказывайте, придем. рассказывайте. Да. Ну, в общем, мы приехали туда, заняли позиции. Была одна лопата всего. Со стороны Украины нас обстреливал сначала миномет. Мы кое-как окопались. Нам не привозили воды. Хорошо, что мы вот дошли до ближайшего дома. Там жил, получается, парень Максим и дедушка вместе с ним был. Мы попросили воды, они нам дали налить воды с колодца. И вот первое, что было, это когда я дедушку спрашиваю, то, что здесь же украинские войны были, и как вам они? А мы, получается, были с 4-го поста, в основном москвичи, а был у нас еще рядом соседний пост, там были ребята вот с другого города, и они были, скажем так, менее адекватные, на мой взгляд, и по ихним действиям это точно можно было решить, потому что они, как я уже потом узнал, что успели там натворить делов в этом селе. И я говорю, как вот вам вообще украинские солдаты? Он говорит, и он такой, хорошие. Я говорю, а как российские? А я в это время давал как раз-таки лекарства Максиму. Он меня спросил, есть ли. У меня было как раз-таки, мы же только приехали, еще, так скажем, гражданская аптечка с собой была. Я ему выдал лекарства, и он говорит, разные. Встречаются русские разные. И после чего, вот опять как раз-таки с 5-го поста, ребята можно вас спросить, просили. А если бы он, например, вам бы сказал, что вот украинские плохие, а российские хорошие, какой бы вывод из этого следовал? Я говорю, что есть. Знаете, вы все-таки человек с высшим образованием, с неплохой должностью из Москвы, который ходил на митинги Навального, смотрел все эти передачи, чуть-чуть хотя бы интересовался политикой, и вы все равно, вот меня это просто прям вот серьезно печалит, сильно печалит. Вот смотрите, была Чечня, 2 войны. Как вы думаете, люди в Чечне хотели жить отдельно от России? Я могу сказать, что на данный момент Чечня, она является Россией. И чеченский народ в чем здесь это? Гордится тем, что он в России. Я вас спрошу, что было тогда? Почему было 2 войны? Почему Чечня так люто оборонялась? Маленькая Чечня, которую не удалось... Чеченская война была в каком году? По-моему, в 99-м, первая. Это мне было 9 лет. Понял, я понял, я понимаю. Суть не в годах, ни в чем. Суть в том, что маленькая Чечня первый раз отбилась от России. Понимаете? Это должны были все чеченцы встать для того, чтобы отбиться от России. То есть эти люди не хотели, очевидно, быть в России. То есть вы человек вроде бы не глупый, образованный, но вы все равно признаете право силы. Вот вы смогли подавить чеченцев, значит Чечня ваша. Вот вы смогли прийти в Украину, вы просто допускаете мысль того, что вы можете приходить в другие страны, и что-то там спрашивать каких-то дедушек. Но смысл в том, что вы этого права не имеете, по сути, изначально. Потому что у вас это не работает в 2 стороны. Если бы это работало в 2 стороны, то вы бы не было бы никакой первой чеченской войны, тем более второй. Вы бы сказали бы, хотите чеченцы жить отдельно, живите, раз вы такие самоопределившиеся. А это реально было самоопределение на 100%. Потому что туда никакого контингента чужих войск в Чечню не заходило. В отличие от Крыма и в отличие от Донецка или Луганска. Туда заходили россияне. А в Чечню никто не заходил. Они просто сами так захотели. Но вы же им почему-то не дали такого права. А здесь вы считаете, что вы можете давать кому-то или не давать право. Но я хочу объяснить, что в цивилизованном мире это так не работает. Есть государственные границы, есть страны отдельные, которые живут отдельно, и никто никому не имеет права вторгаться, переходить и диктовать кому-то свои позиции, о чем-то спрашивать у каких-то дедушек. Цивилизованный мир так не живет.
Я просто пытаюсь вам это донести, чтобы вы понимали, что вы живете в стране, в которой не только вас притесняют, но и вас могут взять за шкирки, как сейчас взяли, и бросить в чужую страну, притеснять там людей. И вы будете мне здесь сидеть и говорить о том, что в Крыме надо спросить людей, а вот Новгород — это Россия. Украина. Крым — это Украина. Как был Украиной, так он и остался. Никакое право силы со стороны России не сделало Крым российским. Точно так же, как и Донецк, точно так же, как и Луганск. Но если вам обязательно нужно потерять, я не знаю сколько, 500 000 или 1 000 000 своих граждан, чтобы понять, что так делать нельзя, то так и будет. Правда, к сожалению, что и Украина тоже потеряет очень много своих людей. Страшная кровопролитная война, которая идет из-за того, что среднестатистический россиянин отказывается понимать, что есть независимая страна Украина, куда ходить не нужно. Ни в Крым, ни в Донецк, ни в Луганск, ни в Херсон. Но если уже речь шла, давайте, Крым, ДНР, ЛНР, как вы их называете, что вы тогда забыли в Харьковской области, в Херсоне, в Запорожской области? Последнее время, последнее, что я Так, слышал... там тоже резко начали кого-то притеснять? Был рад тому, что вроде как 20 числа, то есть мы прям действительно обрадовались, что сказали, что будет мирный переговор среди Владимира Владимировича и Зеленским. И будет установлена территория, и мы перейдем просто в пограничный режим. Все. То есть и Владимир Александрович Зеленский скажет Владимиру Владимировичу: хорошо, забирайте, вы ж смогли. Вы ж Мариуполь, например, с лица земли стерли. Забирайте, теперь он ваш. Так? Как была информация, то да. Это безнадежно. Ладно, дедушка, вы рассказываете. Да. И дедушка, и... Я попытался. Я согласен. Да. Получается, рядом был еще пасечник, мужчина. И вот ребята, соседи, которые по посту, они попросили у него меда, мужчина дал им по доброте душевной, а на следующий день он уехал. Так. И его дом, получается, ребята вскрыли, и началось там, бардак. Чего вы их называете ребята? Называйте их соответствующим словом. Мародеры, получается, мародеры. Уже... И вся суть в том, я что... не выдержал, просто... это правильно. Это правильно. Понимаешь, в чем разница? Это опять-таки для зрителя. Вот кому-то нравится, да, когда ты так делаешь. А мне, например, нет, потому что это называется наводящий вопрос. Причем он прямо наводящий. Нет, он склоняющий к конкретному Дело в том, ответу. что он знает, как это надо называть. Да, Он я специально понял. делает- А я бы спросил, так можно делать? Я понимаю, это немножко дольше, но это не выглядит, нормально, да. Мародеры, да? Они, получаются, мародеры. Все, хорошо. И вот такое было. И что они там делали в этом доме? Забирали мед, там были, в погребе. В общем, вещи, которые, может быть, в полевых условиях каких-то будут сгодятся, но все равно это неправильно, потому что человек собирал это вещи? все, жил. Вещи какие-то? Грубо говоря, у человека там был мед, Да. большая канистра. Пасечник, понятно, да. У него Вот, мед, у него это был в первую мед. очередь, да, дальше. У него были, к примеру, там бензопилы. Опять же, как я видел, то, что бензопилу приватизировали. Приватизировали. Так Остроумно, да. смародерили. Да. И еще какие-то вещи я не могу сказать, я могу лишь сказать то, что там творился полный бардак. Короче, то есть обнесли перевернули ему дом. квартиру. Обнесли. Да. Так? Понятно. И сказали же, что это все неправильно. Кто сказал? Мы. Что на данный момент... Одни ребята сказали другим ребятам, да, что вы же это же неправильно так не делаете, а те? А там была ситуация такая, что, грубо говоря, у них был свой бригадир.
вот этот пост. Мгм. Он начал их, грубо говоря, успокаивать, его просто-напросто застрелили, Мгм. и вопрос этот решился, получается, вот, Кто- негативными ребятами. Кто его застрелил? Мародеры те же самые. Своего же командира, получается? Своего же, получается, названного командира. За то, что тот хотел их успокоить, а ему, получается, А дали можете эту должность. ситуацию рассказать, если вы ее знаете более подробно? Я просто пытаюсь представить. То есть, грубо говоря, после того, как там делали ребята бесчинство, Так, ну вот, не все я знаю, я просто наслышан. так. То есть вот то, что, грубо говоря, они вскрыли дом, это было, можно так сказать, при мне на глазах почти. Ну вот, потому что мы наливали и слышали, как там уже стреляет автомат по двери. Что Ну вы вот. наливали? Воду. Мы же ходили туда. По воду вы Да, ходили. да, да. Мгм. Ну вот, и получается, а дом рядом у пасечника. А по поводу выстрела, мы слышали то, что там был кипиш какой-то. Ну вот. И просто-напросто произошел выстрел, и его выстрел был в ногу. Ну вот. Как я знаю, то, что он был против того, чтобы устраивали бесчинство, Мгм. скажем так. Ну вот. Но они, как бы, получается, не оказали ему должной помощи, после чего он умер. И при вопросе офицеру должно же быть какое-то расследование. Ну вот. Потому что там видно, что нечистое дело. Офицер сказал, что это самострел. Все, дело закрыто. А застрелили кого по званию? Ну, он, получается, такой же рядовой. Просто его поставили у них бригадиром на посту старшим. То есть вы хотите сказать, что в российской армии одни солдаты могут застрелить другого за черпак меда? Да. Если есть неадекватные люди, а они, я уже говорил, как по тесту, они появляются. И их действительно там, грубо говоря, через 10 человек, ну ты их встретишь в любом случае. Ну вот. То есть такое. И это же и пугает других солдат, грубо говоря, там сдаться, либо пугает других солдат там куда-то не пойти. Ну вот. Куда не пойти? Ну вот, например, там дали команду, идем вперед дальше. Ну вот. Кто-то говорит, например, я вперед идти не хочу, вот я здесь сижу, здесь еще более-менее, я в атаку идти не хочу. Так. Я отказываюсь. Так. Ну вот. Ему говорят то, что сейчас по коленам тебе постреляем. Ну вот. Дай бог выживешь. Ни один человек не хочет, чтобы ему стреляли в колено. Подождите, Какое право имеют те люди говорить про колени? Военные. Постреляли? Как они говорят, это военное время. Здесь мы делаем... Не, они старшие по званию, кто они? Ну, они старшие по званию, либо это те же самые сослуживцы, но у которых голова, она пророссийская абсолютно. То есть у них первая задача — это просто-напросто идти и воевать. Им даже не важно, с какой целью они воюют. Им важно, что они воюют. Это я понимаю. То есть это, можно сказать, такие вот взаимоотношения между военнослужащими. Да? Одни, которые точно понимают, что они должны воевать, как вы говорите, Да. голова полностью пророссийская, Да. а вторые вроде вас, которые даже не слишком понимают, зачем они там находятся. Да. Или вы понимали, я вас просто об этом не Нет, спрашивал. вот я же говорю, как халатное состояние. Что мы там делаем, мы вообще не понимали. У нас даже не было никакой, по сути, задачи. Нам просто говорили, вот здесь стой, вот туда смотри. Если кто пойдет, надо начать стрелять, грубо говоря. Или вон туда беги, там окопы. То есть мы не знали нигде украинские войны, ничего не знали. Нам просто говорили, что вот вы идите туда. Мы говорим, мы не пойдем туда. А нам говорят, что сейчас по коленям вам расстреляем, и все. А вы Какие проблемы? не думали сказать, давайте мы вам по коленям? Вы же в одинаковых условиях находитесь. Ну, одни люди могут стрелять по коленам, а другие люди не предназначены для этого.
Суть в этом. То есть вы бы просто побоялись открывать огонь в их сторону? Ну, огонь вообще по людям. А как вы собирались воевать, если вы боялись огонь по людям? Ну, поэтому... Вот украинских военных вы бы встретили на своем пути. Вы бы открывали огонь. Ну давайте честно, ну, без там лицемерия подойдем к этому. Открывали бы огонь? Я не попал в эту ситуацию вот так вот, поэтому, чтобы ответить. Но я думаю, что да. Я думаю, что да, когда в тебя начинают стрелять, у тебя включается другой какой-то режим Ну и вот. мышления. Ну и вот стоит группа каких-то военных, которая говорит другой группе военных, таких же, как они причем. Мы вам будем стрелять по коленям. Да. А они не боятся, что в ответ вот этот вот режим будет включен, и им тоже начнут стрелять. То есть получится перестрелка между своими же. Не, ну там вот вся суть именно в том, что вот да, действительно есть люди, которые готовы стрелять по коленям, а есть люди, которые нет. Угу. Хорошо. Хотя ничего хорошего, конечно, в этом нет. Ну, ваше объяснение принимаю таким, какое оно есть. Да? Дальше что было? А дальше, после чего, получается, нас взяли. Сначала нас обстреливали танком, меня контузило. А как вы поняли, что танком? Вы видели этот танк? Да, нас сначала минометы обстреливали, а потом начал уже, ну, там, за 20 дней, когда тебя обстреливают, ты уже понимаешь, чем тебя обстреливают. Да, то есть это было регулярно. Ну, вот. Но конкретно лично противника вы не видели? Слышали, но видеть не видели. Не видели, да. Понял. Ну вот, и когда уже обстреливали танком, а там вся суть просто, когда миномет стреляет, он и втыкается, идет приход. А танк, он быстро, слышишь отход, и сразу приход приходит. Ну вот, и получается, рядом взорвался, нас, ну, дальше уже, получается, меня взяли. Со мною был 300-й Игорь. И вот здесь я хотел бы рассказать действительно хорошую историю. Давай. Это Игорь, он весит 140 килограмм. Какой Игорь? Ну, вот, который Крупный Игорь, да. мой товарищ по, получается, службе. Ну, вот. И его ранили в ногу. Ранение было несоизмеримо с его дальнейшим хождением. Так. Ну вот. И украинские, получается, солдаты, они помогли его донести сначала до места, увести с линии обстрела, а после чего у нас была дорога в 6 километров. И в первую очередь у наших не всегда было желание нести, грубо говоря, своих. Да, 300-х в такое расстояние. Как если правило... Если они могут за черпак меда своего же застрелить, кто их будет нести? Ну так же? Мало кто, да, соглашался нести, и, грубо говоря, как правило, ждали до вечера, но не все раненые, они могут ждать. А были такие случаи тоже? Да. И что, не несли раненых? Нет. А что с ранеными происходило? 6. Ждите. Так. Ждите, только вечером за вами приедут, может быть. Так. И что, умирали раненые? И многие раненые просто умирали от того, что напередок не может подъехать машина или что-то. Ну вот, солдаты, они, получается, не просто несли и помогали это делать полностью. А можно было бы этого избежать? Не нести? Не-не-не, я не про украинских военных сейчас говорю, а про тот эпизод, где вы говорите, что раненые умирали, потому что сказали ждать вечера. А можно было не ждать вечера? Можно было отнести их раньше? Или я отвезти? думаю, что да. Я думаю, что да, если бы, как бы это не прискорбно было сказано, если бы со стороны России хоть раз бы я почувствовал бы, что люди там нужны, которые служат, то я думаю, что это бы избегали.
но от момента взятия, получается, на службу до момента сдачи в плен не было ни разу ощущения того, что ты как-то нужен. Ну вот, понимаете, Нужен как человек, как живое... Я поражаюсь. Вот мы говорим, я поражаюсь больше с каждым разом поражаюсь. Потому что вы все понимаете от самого начала, что вас незаконно призвали, что не было никакой медкомиссии, что не было никакой подготовки, что было бесчеловечное отношение, что своих раненых, по сути, бросали умирать, что сами своих расстреливали. И при этом, при всем, вы как-то можете оправдывать действия вашей стороны по аннексии и захвату наших территорий. Вы как-то уживается у вас одновременно в голове, то есть вы являетесь частью оккупационной зверской армии, которая ведет себя в общих, да, я не говорю за каждого отдельно, а вот в общем, если взять все действия, они абсолютно античеловеческие, можно даже вашим любимым термином выразиться нацистские, и вы каким-то образом все равно оправдываете аннексию и захваты территории Украины вашими войсками. Поразительно. Как это может сложиться у одного человека в голове? Вы понимаете бесчеловечное отношение к своим же, от ваших же. И вроде как в Крыму надо там, у людей спросить, в Донецке надо у людей спросить, в Луганске надо у людей спросить. Вы же не понимаете, что вы сначала туда зашли своей вот этой армией, да, в которой вот такие методы применяются, к вашим же. А потом возник вопрос о том, чтобы задать этот вопрос. Иначе он не возник бы вообще. Ну это вот надо... Это глупо звучит, но это надо увидеть. Это настолько глупо, что мне даже говорить об этом, просто честно говоря, мне тяжело даже вам это объяснять, потому что вы, я же еще, я не устаю повторять, нормальная работа, там, на митинги на какие-то ходили, политикой, то есть интересовались, хотя бы внутренней, но интересовались. И странно, в общем, это все. Ну да ладно, и несли украинские военные. Ну вот, и несли его, и получается был один момент, когда российские танки мы несли в гору по полю, чтобы оказать дальнейшую медицинскую помощь российскому солдату, военнопленному, получается. И нас начали обстреливать танки российские. Ах, в это время. танки. Да. И вот я тогда нес, ни один мужчина не бросил, получается, 300-го. И я говорю, блин, мужики, они, когда меня первый раз взяли, они говорят, скажи слава Украине, героям слава. Ну, вот, первый раз я сказал от испуга именно. Но когда мы несли его, и когда ни один не дрогнул, и мы просто быстрее начали нести, и я говорю то, что вот теперь я скажу от души слава Украине, слава героям, потому что это действительно был поступок. И я уверен, что... Почему? Потому что я же отводил 300-х многих. И вот некоторых, вот, например, многие бы не потащили вот 6 км. То есть это сама вот понятие вот любви к жизни, к человеческой. Тогда я это увидел. Нормальные понятия. Да. Ничего Нормальное сверхъестественного понятие, вообще в этом во всем нет. Просто многие россияне этого не понимают, потому что нормальное для них перестало давно быть нормальным. Но это так. Дальше вы попали в плен. Дальше понятно. А теперь вы здесь. Но что с этим дедушкой, который вот воду набирал там, с которым вы общались? Он уехал. Тоже было такое, что хорошо, что дали ему коридор. То есть в один день пришли уже. Дедушки уже не было. Там был Максим, это который был помоложе мужчина. И к нам пришли, говорит, здесь уже своих нету. Можно стрелять по гражданскому населению. Типа гражданских всех вывели. Кто остался, тот типа шпионы и тому подобное. Так там всего было две хаты, вы говорите. 2 хаты. Они, получается, одни уехали, вот пасечник, Да. а Максим остался. То есть он шпион? Он, получается, шпион. Мы давай бежать, до Максима и говорить, что давайте как-то выводить.
А так вот, в принципе, уже приходили, говорят, Максим, скорее всего, шпион, надо его, короче, убивать. А кто это приходил? Ну, это вот те же самые, там у нас на 5-м посту вот ребята хватали, которые... Давайте я попробую мозгом. понять, объяснить, как я это понял. Нет, еще один вопрос. Сколько вас там вообще всего было? Ну, получается, на 5-м посту было человек 7, 2 адекватные, и человек 5, наверное, будет... Вот, Отбитых, понял. А да. вас еще дальше? На 6-м, на моем посту, получается, стояло 6 москвичей, а потом осталось всего лишь 3, и которые вот сейчас находятся в плену. Ну, вот. И дальше, грубо говоря, там на 3-м посту у нас были ребята, срочники, которых подписали на Сколько контракт. примерно? Ну, тоже там, грубо говоря, там человека 4. Ну, то есть у нас распределяли Вас там в по 6, по совокупности, 4 вас там в человека. совокупности было около 20 человек, Ну, по вашим в словам. совокупности, да. И тон, я так понимаю, задавали 5 вот этих вот отбитых с 5-го Нет, поста. ну, это получается с 5-го, и с 1-го там еще офицеры были. Тоже отбитые. Ну, офицеры, они как бы такие, они поразумнее будут, но как бы они не откажутся выстрелить в тебя, если ты будешь говорить то, что там надо отступать или что-то такое, или это не нужно. То есть у них всегда будет А если ты аргумент откажешься, именно- а если ты скажешь, мед не надо брать или бензопилу, они могут тебя выстрелить? Пытаюсь возникает определить конфликт. Степень разумности. Возникает конфликт, и степень разумности именно не вступать с этими людьми в конфликт. При Нет, вы сказали, вступлении они в конфликт, поразумнее, да. при вступлении в конфликт, я уже рассказал, какая была история с человеком. Я думал, что это офицеров не касается, я думал, это касается конкретно солдат. То есть солдаты убили солдата. Ну да. Офицеры Нет, тоже могли быть? офицеры, они молчали. А, То есть понял. у них как? У офицера самое главное, это, грубо говоря, если ребята стреляют, он им только рад. Так они же в своих стреляют. Ну, это, они говорят, он говорит, получается, он это... Я ему задал вопрос, то что, а что делать? Это же, скорее всего, ну, много людей, которые считают, что это не та ситуация, когда самострел он. Да. Ну вот. Он сказал то, что разбирательства не будет. Им невыгодно, чтобы было разбирательство офицерам. Им выгоднее тебя поставить просто-напросто как самострела. Если ты будешь отступать назад, тебе прострелят колени. Опять же, ты будешь самострелом. Почему в колени? Я ж не могу понять, я понял, я ж не могу понять количество адекватных и неадекватных. По-моему, 50-50 из того, что вы назвали. Ну, в принципе, да. Ну, то есть 50% полностью неадекватные, и вторые 50% там непонятно, какие они адекватные и неадекватные, потому что они просто тупо молчат. 50% Неадекватные зашуганные на получается. минималках. Да, неадекватные на минималках. Ну, получается, больше зашуганные. Ну вот, правильно, верно. Это понятие Не мог такое. подобрать слово. Ну, вот. 50% да, зашуганных. То есть они понимают, То есть что- 50% неадекватные, Да. 50% просто зашуганные. Да. Там еще непонятно, адекватные они или неадекватные, просто они пока еще зашуганные. Ну, Если завтра они смелости наберутся, непонятно, какими они станут. Нет, зашуганные в плане с вот теми людьми, Да, против которых, понятно. например, встать. Да, вот, да, например, да, вот я да. говорю же, вот Но так это делать тут же, нельзя. тут же ж непонятно, хотят они против них встать или они одобряют, Не, например, ну их ты, действия. вот, например, размародерили, Да. мы подходим и говорим, так делать нельзя, мужики. Это, ну, типа, это не показатель вообще того, что мы здесь, для чего мы здесь. Тут смотрите, я, извините, я Они- перебью. Тут Это ситуация... его обязанность. Да, Тут я обязан. Нельзя апеллировать. Вы возмущаетесь, потому что у вас был достаток, и у вас были деньги, поэтому то, что вы видели, там, то, что мародерили, для вас это было, возможно, просто не укладывалось в голове, потому что вы могли пойти это себе купить. Но у 95% все не так. Для них это дикие вещи. Особенно если он откуда-то приехал, и он смотрит там на телевизор и не понимает, что с ним делать. Он не видел в жизни стиральные машины. Он не видел электрозубной щетки. Он не видел робота-пылесоса. И для него это дикость. Это космический корабль для него, робот-пылесос. Тесла. Ну. Поэтому, возможно, для вас лично, потому что вы из Москвы. Плазменный телевизор, его нужно непременно снять, отломать как угодно и погрузить сразу же на БТР, чтобы отвезти его в Россию.
потому что это супер трофей. Плюс еще вот то чувство безнаказанности, когда тебе за это ничего не будет. Ну, это вот, которые вот многие вот у этих ребят Ну, было, то, что это военное время. Но Дима пытается оправдать их поступки бедностью. Я бы, например, такого Я не не делал. оправдываю поступок, я Но это в какой-то степени... Ну, я понял. Ну, я констатирую, Про- что- Не, ну, Объяснить, почему так. Некоторые были поступки, не которые оправдывают бедностью. Вот, А например, какие, например? тоже, это я уже слышал. Получается, они взяли, там были трактора, Да? Так, которые трактора. в поле. Так. И взяли гранату розетта какую и в трактор засунули. Ну, зачем? Взорвать трактор? Нет, суть в том, что трактор не взорвать. Это не было как растяжка для врага. Это могли прийти люди гражданские. Ну вот. Но там вроде как я знаю, вот эту вот гранату забрали. То есть там был человек адекватный, потом который пришел и усики всунул уже и забрал эту гранату. Была цистерна с этим, как его, с бензином или Да. с топливом каким-то. Ну, может, дизель. Да. Ну. Взяли с мухи, взорвали. Хотели посмотреть, как горит, наверное. Не, но или просто это взорвать? уже, вот я считаю, то, что это неадекватность. То есть это даже хуже, чем, грубо говоря, там, мародерство. Это Нет, ты уже- российская армия делает это везде. Любая оставленная территория Ну, это россиянами, для или, меня это, точнее например, сказать, территория, просто из которой их выбили, очень чуждо. Я понимаю, что люди зарабатывали, люди тратили кучу времени на вот то или иное. Если мы действительно там спасаем, да, как это говорится, в новостях, я же Слушайте, ну сколько понял, вы будете что уже говорить не спасаем. Я уже понял тому, это. что вам говорят в новостях? Вы Ну, же это поняли, вы сказали, на да. какой день, Да. что вы никого не спасаете? На, Пребывание там, ну, получается, вот когда было именно в мясорубовке в этой, или как она там контакт называется? с людьми уже, когда был. Ну, то есть при контакте с людьми первым Да, вы поняли, это что вот вы никого пе- не спасаете, потому что вас никто не ждал. Первый, скажем так, звоночек был. Да, это я еще понял. не было то есть сформулировано. и этого вам еще не хватило, я понял. Ну, нормально. Ну вот то, что с людьми пообщались, это же мало было. А когда Конечно, уже а чего ж были много? в плену, Не, подождите, вот стойте. тогда уже было много контактов. Можно я вам вопрос задам Да. конкретный? Вы оккупант или нет? Я, Да. ну получается, оккупант. Я А. же на чужой территории. Ну, нет, ну хорошо, что вы это понимаете, потому что многие там еще спорить пытаются по этому поводу. То есть вы, понимая, что вы пришли на чужую территорию с оружием, в составе армии, которая пришла, с оружием на танках, которые там друг друга стреляют, мирных мародерит, кого-то хочет тоже убить, там приказ поступает, что это шпион, его надо застрелить. И все вот это вот происходит, и вам еще этого недостаточно, чтобы понять, что вы тут никого не спасаете? Может, вас на эксгумацию тел отвезти мирных? Знаете, там сейчас у нас выкапывают после российской армии, которая вышла с определенных мест, мирных людей, которых позакапывали. Кого-то без гениталий, кого-то без конечностей, кого-то все со следами пыток. Вот это вот стояла там ваша армия, про которую вы сами рассказываете, и исходя из вашего рассказа, во всем том, что произошло, нет ничего удивительного, это просто подтверждение. Ну, то, что в это я начал верить, когда увидел, что действительно творится. Ну, какие люди туда идут. Да какие, То есть, да, какие бы люди туда ни шли, смысл в том, что вам вообще здесь делать нечего, понимаете? да, это я понимаю уже. Поняли уже? Да. Ну хорошо, ладно. Поверим. Поверим. Типа, или сделаем вид, что поверим. Ну, видишь, тут наверное, первая грань о высоком. То есть была моральная составляющая, тут человек с закосом на высокие материи и непонимание того, что он видит. Но это пошла уже элита, Москва. Да и я подотвык от этого общения, если честно, за Потому что 20 ты всей правды дней. не знаешь. Да, потому что я политикой не интересовался. А я уже всю правду знаю. Да, забыл, что люди могут вот так вот как-то рассуждать, парадоксально в своей же собственной голове, не мочь сопоставить вроде бы простые объективные факты и так далее. Ну давай звонить тогда, что делать? Да, мой господин. Ответил этот друг? Друг ответил, дал телефон мамы. У О, мамы шикарно. мессенджера нету. Вы ошиблись в одной цифре, там 903.
Поняли, да? Не Да, надо да. сейчас называть Я телефон, чтобы нам поэтому- не пришлось вырезать. Он понял. Вы понимаете, почему у нас идет вот такая вот запись, да? Не самая лучшая, не самая профессиональная, то У нас точно. самая Да, абсолютно лучшая. аматорская история. я- Вот телефон, да, один, и вот он нас пишет. Я, Второй кстати, чисто очень так. удивлен был этому. Удивлен. Да. Потому что если в видео будут перебивки, ну, честно сказать, мы, конечно, пытались это делать, да, но потом мы подумали, что это, больше работы. У нас такие видео сейчас на канале даже не опубликованы. И, человек не может оценить, где мы что обрезали, из ваших слов или из моих слов. Я, к слову, Я там понял. немножко ошибся по поводу первой войны чеченской. Я посмотрел, но это не суть. Можно обрезать, а так не обрежешь. Знаете? Вот он стоит, вот мы с вами беседуем. Вот мы с вами беседуем. Сколько там, интересно, даже по времени? Час 24, кино. О, час 24. Вот так оно и будет. Владимир, мы снимаем... А на потом вы приедете в профессиональную Россию, камеру. знаете, что будете делать? Я могу рассказать. Кто ж в этом сомневается, Димон? Вы будете врать, когда вы приедете в Россию. Ему дай. Ровно то, что вам скажут. Или нет? Ну, вам скажут сказать что-то, что над вами здесь издевались. Вы же скажете? Что здесь нацисты. Вы же скажете, когда приедете в Россию? Да. Скажете. Я еще не могу на это. Ну, все, на ну как, этот ну вопрос, как. но я думаю, что Ну, у вас если- вот ФСБшники стоят слева-справа, дают вам листочек. Прочитай и иди. Но в противном случае будет беда с тобой. Прочитайте. Вам будут Все гов- прочитают. Вам будут говорить, что здесь люди с автоматами. Но вы перед тем, как говорить, что люди с автоматами, там в углу есть камеры. И мы всегда сможем взять и показать, сколько тут автоматчиков. Что-то ваша мама трубку брать не хочет. Алло. О, Да, я предупредить еще должен. раз громкую включи. Добрый день. Да, Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите ли вы поговорить со своим сыном? Он у нас в плену здесь. ну конечно. Разговор под записи для публикации. Я вас предупредил, вы услышали, да? Публикации куда? В YouTube. На мой канал. Меня зовут Владимир Золкин. Мы будем там публиковать это видео и этот разговор тоже. Сейчас, подождите. Да, хорошо. Надо позвонить в ФСБ. Алло. Не, мама просто смотрит YouTube, и поэтому, может быть, она хочет посмотреть, кто такой Владимир Золкин. То есть она... Правильно. Она Ну, смотрит YouTube, но при этом у нее нету мессенджера. Чтобы я мог просто отправить ваши понимаете, фотографии. в чем история? Я предупреждаю о том, что это под запись. Если человек не дает своего права вообще говорить, Так, да. то приходится обрезать Что вообще этот дальше? момент. Ничего, я вас предупредил, что разговор под записи для публикации. Вы говорить будете? Да, буду. Вот я вам передаю вашему сыну трубку. Мам, Да. Вы не Здравствуйте. говорите, где вы находитесь. Вы Я- находитесь в плену. на данный момент в плену в Украине. Мгм. Ну вот, и надо сходить в военкомат, Мгм. ну вот, и сказать, что я сейчас нахожусь в плену. В Да. Латвии. Какой Латвии? В Украине. Это латвийский номер, потому что, Звонок из Латвии. потому что Россия поблокировала возможность входящих звонков из Украины. А Поэтому мы звоним вам из латвийского номера, но Ну. он не в Латвии. Вся суть в том, что наш военкомат, ну, то есть, грубо говоря, наша страна, она может не хотеть брать военнопленных. И надо идти туда, сказать, чтобы подавали в списки, идти в военкомат. Ну хорошо, схожу. На этом канале будет видео с вами, которое также можно использовать в качестве доказательства того, что вы находитесь в плену, что ваш сын находится в плену. Ну и, собственно говоря, так россияне делают, берут вот наши видео, идут и говорят: мой сын в плену, обменяйте его. Вот и Ну все. и меняют. Меняют, конечно. После этого. Но никак не до. Ну, вот, а так все хорошо. Обращаются Вы здесь хорошо. поговорите, спросите, может, что-то интересует там вас. Поговорите. Ну вот, Игоря, смотри, Игоря сейчас не должны забрать. То есть говорят то, что тоже уже обманывают.
Если один из семьи ушел на фронт, то второго забрать не имеют права. Забирают. Это уже прошло. Да и он дома. Он Ну, дома, всё всё отлично. нормально. Мгм. Ну вот, а так все хорошо, не переживайте. Мгм. Поцелуй Володара. Ну ладно, я схожу в Всё. военкомат. Спасибо большое. А можно вам вопрос задать? Один. Смотри, какой вопрос. Ну я же не могу вам, не задавая вопрос, объяснить, какой вопрос. Просто задам, а вы Я не хотите, знаю, отвечайте, отвечу не на хотите, него не или отвечайте. нет. Я Ну не да, знаю, я отвечу на него. Ну а вот просто как вы думаете, зачем россияне идут в Украину убивать украинцев? В чем смысл этого процесса? Я не могу сказать. Ну, они, правда, не только идут Я убивать, но и далека сами от гибнут. политики. Гибнут. Я далека от политики. Вы далеки от политики, да? А если бы вашего сына убили здесь? Я ничего не могу сказать. Вам было бы Без все равно? комментариев. Без комментариев. Мгм. Ну ладно, без комментариев, да, без комментариев. До свидания. Держи. Мы потом дадим вам еще списаться с мамой, чтобы, Не дадим. чтобы понять... Не дадим. Не дадим. Потому что у него WhatsApp нет. У него ни одного мессенджера нет. Ну, то есть интересно просто, как будет двигаться процесс вашего забирания из плена, просто потому что нам надо своих возвращать. Нам вот это вот все, понимаете, оно не так. Мы когда-то с самого начала пытались что-то там донести до вас, да. Вот. Понимаем, что это почти бессмысленно. Вот. Но нам надо, чтобы вас попытались забрать из плена для того, чтобы отдали вместо вас кого-то из наших. Вот основная цель. Ну, может быть, вы как-то прокомментируете вот политикой не интересуетесь? А если Нет, бы вашего вот сына что- убили без комментариев? Что было желание, это то, что по приезду в Россию попробовать создать, ну, потому что от ваших воинов тоже был наслышан, как держат. Послушайте, плену вот, в эти- вот в эти вот России. романтические истории Понял. мы уже слышали неоднократно. Попытаемся, не попытаемся. Вы приезжаете, что роботы, садитесь, вам листочек ставят, и вы начинаете рассказывать то, что вам там на листочке написано. Так что это пропустим, окей? Окей. С вашего позволения, пропустим. Я имею в виду отношения вашей мамы. Вот политикой не интересуюсь. Вот как бы люди гибнут, понимаете? Война идет страшная. Да? Вас могли бы убить. А мама политикой не интересуется. Может, вам пора начать интересоваться уже политикой там, в России или не Я стоит? думаю, что в России нужно начать интересоваться, Неплохо потому было, что да. людей было много. Очень много погибло на фронте. Погибнет? Вот за вот эти даже 20 дней, которые я смотрел. Сколько погибло на ваших глазах? Ну или не на ваших глазах, По а то, чистой о случай. чем вы можете твердо утверждать. По чистой случайности и необученности солдат только 6 по, как это, даже не видя врага, ну, по глупости. Ребята сами, ну там, грубо говоря, там кто-то автомат неправильно положит, упадет, выстрелит. Плохо, что мало. Вот такие Ну вот вот, и эпизоды. от миномета, от всего остального людей очень много. Ну, сейчас Только- там у вас бунт происходит какой-то, вот на теме того, что чмобиков этих 500 человек в одном только в одной бригаде за 2 недели. Может быть такое? Еще раз. Вот сейчас в России скандал какой-то у вас в Рашке на тему того, что в одной бригаде, которая принимает участие в этой войне, за там 2 недели положили 500 чмобиков. Чмобики это частично мобилизованные, такие как вы. Это не оскорбление, это, не аббревиатура. не подумай, это вы сами себя так называете, чмобик. Сокращенная аббревиатура. Как вы думаете, это реальное число или нет? Ну, по увиденному за день. Не, ну там за 2 недели. За 2 недели вполне реально число. А вы, кстати, подписывали сейчас, что-то? сколько Да. вы лично видели, вот помимо вот этих 6 200-х своих, вот за вот это время, пока вы повоевали? 200-х, 300-х, число, просто число. Числом, ну, вот, грубо говоря, к нам население уже пришло, это 100 за, наверное, 13 Сотня 200-х?
Нет, это вместе с 300-ми. 400. Да. А подождите, а как Это, они там ходили и переходили? Если вас там было около 20 человек, где вы стояли, откуда они появлялись у вас там? Кто? 200-е, 300-е. Ну вот, то есть мы, грубо говоря, стояли. Да. Кто-то 300-ился от минометов, кто-то 200-ился. Те уходили, к нам приходили опять в исполнение, да. Короче, То есть это как взаимозаменяемость мы была. именно там как бы шутили среди своих, то что мы здесь как, знаешь, как пушечное мясо, а мы говорили, мы здесь как мобы. Ну, мобы в играх есть. Их, грубо говоря, убиваешь, а они спаунятся заново, с рюкзачками. Вот так вот и действительно видели себя. Боты. Мобы. Да. Ну, значит, 500 человек вполне реально перемолотилось, если вы своими глазами Нет, видели. так это же в другом населенном пункте, они об этом писали, и там эти военкоры их там вот, писали, если что человек там... говорит, что 100 на его глазах перевернулось, то вполне реально. Значит, наши реально их перемолачивают и рубят. Война? Да, да. К Новому году, значит, будет новая мобилизация. Новогодняя акция. Да. Но это уже совсем другая история. Что вы можете передать другим россиянам, которые вот как вы сейчас сидят, политикой не интересуются, халатно относятся ко всему? Может, вас кто-то услышит, может, жизнь кому-то спасете. Я думаю, что война — это очень тяжелая вещь. И не стоит россиянам вообще подумать о том, что она сейчас происходит на территории Украины, и там есть еще гражданские люди, которые страдают не только финансово, но и многие физически, морально. И нужно призадуматься о том, что действительно каждый может быть на этом месте. И война не происходит там, где-то в поле. Война происходит там, где люди живут. Все, извините, возможно. Так, чтобы уже окончательно это все затянуть, я вам одно аудиосообщение поставлю. Это в российских чатах люди общаются между собой и делают грандиозные выводы по поводу наших интервью. Послушайте. Золкин-то сам еще садист. Золкин это я. Он тоже пытал. Причем этих укровоенных, они здесь рассказывали, их сильнее, чем наших пытал. Вот, такой садист с удовольствием. Вот. Сначала там, если, там, когда говорит, инструктируют, если на допросе, говорит, типа, я блогер, беру интервью, там, что-то не так скажешь, или, там, лишнему показывается, что ты моргнул не так, кому-то знак какой-то дал, почесался там за ухом, то это вообще трындец, там, просто тогда могут и два ногтя вырвать, там, там, Золкин, он, то есть, самый плохой из них, я так понял. Могли бы вы как-то прокомментировать? Не знаю, не было ничего такого сейчас. Моргали? Моргали? Моргал. Даже немножечко спорил, получается, пытались какие-то консенсусы. Это и есть диалог, конечно. Да. Вот это бред? Это бред. В котором вы живете там. Вот это ваша стандартная информационная среда. Угу. Так, на всякий случай. У меня контрольный вопрос, и больше вопросов нет. Нет, сиди. Ваша армия, такая армия с такой подготовкой, может что-нибудь победить? Без цели, без желания людей. Не, я вот именно вот так вот и спросил. Я думаю, что вряд ли. Не сильно понимаю этот вопрос, ну да ладно. Все, ладно. Потому что кто-то говорит, может. Ну, а вот в чем его суть? Если их армия — это массовость. Есть смысл в массовости. То есть надо говорить... Чтобы он, как представитель этой армии, дал оценку. Можно так кого-то победить, если так молотить? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Пока. И узнаете все. И всем спасибо. И делитесь видео.